Всем привет, это Карасев Кирилл, никнейм Ангел, капитан команды Hellraisers по Counter-Strike. Всем привет, меня зовут Бежанов Сергей, я тренер команды Hellraisers по Counter-Strike. Ребята очень сильно переживали, особенно наши европейские ребята, так как последний более или менее нормальный лан они играли в 2013 году, если я не ошибаюсь. И в первый день нам было тяжело, но после нескольких матчей они почувствовали себя намного увереннее, потому что старшие ребята им показали хороший пример. Все стало намного лучше, все сложилось. В первую очередь, такая плотность игр и результатов связана с тем, что у нас относительно новый коллектив, и мы очень-очень много что не успели обсудить и подготовить. А так как мы разговариваем на английском языке, в основном, ну, по крайней мере, когда мы общаемся в команде и вместе, то на английском, это немножко замедляет этот процесс адаптации и подготовки любых тактик или чего угодно, взаимодействий. Поэтому нам нужно просто немножко времени для того, чтобы наши результаты стабилизировались и перестали быть валидольными. Я думаю, что мы в течение пары месяцев справимся с этим. Но, если честно, надеюсь, что успеем до отборочных на мажор. Мы встретились в финале с командой Ефраг, и это было супер-пупер 1000% ожидаемо. И они этого ожидали тоже, так же, как и мы. К команде особо не готовились, мы просто, скажем так, команде прииграны, потому что мы за свою историю, хоть и не этим составом, но уже сыграли довольно много матчей против этой команды, ни одного не проиграли. И мы просто привыкшие к этому взрывоопасному, очень резкому стилю этой команды. И поэтому нам очень комфортно против них играть. Турнир, на самом деле, самый такой комфортно домашний из тех, на которых я участвовал. То есть у нас был шикарный отель. Ну, добираться там было на метро, но это связано с трафиком в Бухаресте. Здесь нет вины организаторов. Очень маленькая домашняя студия с отличным чиллаутом, круглосуточной едой горячей и студией в виде стриптиз-клуба. Все по-домашнему, мне понравилось. Скажем так, это было лишь в его голове конкретно, то есть перед нами задачи и передо мной конкретно особо не стояло как-то слишком сильно его успокоить. Но, как он говорил сам, на нем действительно было определенное давление в первом матче, с которым он чудесным образом справился. Я более стабильного игрока пока что не встречал в своей жизни. Очень жаль, что ожидания публики были ниже, чем то, что мы показали, но, откровенно говоря, я очень недоволен своим выступлением и не считаю его положительным. Да, были важные моменты, но я не чувствовал себя уверенно по стрельбе, и это не позволяло мне делать многих вещей, которые я могу делать. Надеюсь, что это было связано с компьютерами, короче, с чем-то, но не со мной. И на следующем турнире я покажу немножко другой уровень игры. Это и остается самой сильной картой в нашем пуле, то есть это мне немножко ошибочно, просто абсолютно каждая команда банит ее в первом круге банов против нас. Кроме команд, которые, скажем так, суицидально настроены, может, я не знаю. Радость, счастье, скажем так, выдохнул. Я вот единственную эмоцию, если описывать сегодня условно, я выдохнул. Мы проделали очень длинный путь, который начался с сингла на 512 команд, которые мы со второй попытки прошли. Через эти квалификации сумасшедшие, собственно, сам ПГЛ, когда там каждая карта, каждый матч был, ну, зависел от одного взятого или не взятого раунда. Клатчи, все нервы потрепали очень сильно. И самая главная эмоция, если ее можно так назвать, после победы я просто выдохнул. Нет, времени совершенно не было. Мы по большей мере отдыхали, и после завтрака мы практически сразу ехали в студию, смотрели матчи, либо играли матчи уже в другие дни, занимались всякой там медиадеятельностью, скажем так. Да и город я не особо хотел его посмотреть, так это назову. Ну, конечно, следили, все-таки СНГ минор близок, вообще СНГ пространство близко нам по духу и географически, поэтому, естественно, следили, смотрели, как молодежь себя раскрывала, в принципе, это очень интересная процедура, вот. Рад за ребят, за Досю, за Адрена, за Моу, за Митю и за Вейлендера, я его, к сожалению, по имени не знаю, но очень рад за ребят, будет с кем пообщаться на отборочных на мажор, кроме Flipside.
И надеюсь, что мы все пройдем туда с своим дружным СНГ коллективом. А если сравнивать с европейской квалификацией, ну, то, откровенно говоря, это очень сложно сделать. Я бы на месте организатора организовал один европейский СНГшный минор, и выделил бы просто на него 4 квоты. И вот это уже было бы намного интереснее, и я думаю, что уровень команд, вышедших из этой зарубы, да, был бы немножко выше, чем 2 отдельных квалификации на СНГ и Европу. Основными проблемами в нашей игре на данный момент являются клатчи, и это довольно странно для меня, и пистолетные раунды. Но я не могу сказать, что конкретно в данный момент времени мы уже готовимся к MLG. То есть наша конкретная подготовка к квалификациям начнется после АПМа. А на АПМе мы просто будем тестировать некоторые вещи, которые мы разговорно изменили за эти несколько дней, которые у нас были после ПГЛ. Мы планируем буткемп, планируем провести его непосредственно перед отборочными в Америку. К сожалению, длительный буткемп провести у нас не получается. Это связано, в первую очередь, с визами и с учебой у ребят. Но на 3 дня мы соберемся в Киеве, в нашем офисе, надеюсь, новом. И, собственно, будем готовиться к мажору 3 дня, а потом вместе полетим из Киева в Коламбус. Все 5 игроков уже получили визы в Америку благополучно, и все у нас хорошо. То есть у европейцев там процесс вообще намного проще, это просто онлайн-аппликация, которая рассматривается в течение 1-2 дней. У нас же визы не было только у Кучера, и сегодня утром мы получили радостную весть, что его виза одобрена. Не могу сказать точно, кем я хочу быть, там, игроком или капитаном. Это от раунда к раунду, от ситуации к ситуации очень сильно зависит, да. Но, честно говоря, я сейчас очень себя комфортно чувствую. Я игрок, который имеет определенное влияние на игровой процесс. Внутри раунда, вне раунда. Я никогда не влажу, когда Сережа говорит. По крайней мере, стараюсь. И точно так же предлагаю, когда вижу какие-то варианты действий. Я думаю, что в данный момент у нас все получается замечательно в этом направлении. И проблемы у нас искать явно нужно не в координации. Мне очень понравился этот молодой человек, его трудолюбие и вообще осознание того, что ему надо делать и в каком объеме работать. И после удачного выступления на турнире ПГЛ мы ведем в данный момент переговоры об условиях его контракта. Думаю, что станет. Да, есть определенная злость на этот коллектив, но исключительно спортивная. Хочется прервать эту череду неудач, начать ее тут, на АПМе, и, собственно, продолжить там в дальнейшем. Надеюсь, что этим составом у нас получится намного лучше сыграть с данными поляками. Абсолютно не готовились к конкретному коллективу. Все команды, которые участвуют там, нам знакомы, хорошо знакомы, я бы даже сказал. И против всех у нас, опять же, как и против ЕФРАГ, есть определенный опыт и наигрыш уже, и поэтому готовиться конкретно к кому-то большого смысла я не вижу. Мы планируем играть в свою игру. Да, конечно, ожидать стоит трансляции. У меня есть небольшие технические проблемы, к сожалению. На моем телефоне на андроиде перископ глючит, я не могу с него показывать, так бы их было намного больше, этих трансляций. Но я, пользуясь моментом, беру телефон у Кучера, у знакомых, иногда перископлю, когда нечего делать. Я думаю, что эту техническую проблему после АПМа я пофикшу и куплю себе iPhone, то ли iPhone для просто перископа, то ли сам юзать. Посмотрим. Я начну, пожалуй, со Стика. Стика — это наша молодая восходящая звезда. Оскар, пожалуй, человек-стабильность. Кучер и Зера — так называемые очень рабочие трудовые лошадки, которые безукоризненно выполняют свою работу. А на Кирилле, я не знаю, одним словом я его вряд ли опишу, но это человек, который отвечает за половину игры вообще этой команды. Это человек ответственности, я вот так это назову, в игре, как бы странно это ни звучало. Огромное спасибо нашим болельщикам и фанатам по всему миру за то, что вы нас поддерживаете, мы это чувствуем, всегда ценим. А также нашим партнерам Гамдиас, ЕГБ и Twitch. Всем пока. Да, бывает иногда, и это определенно очень приятно.
когда тебя узнают на улице. Не скажу, что это происходит прям часто, но несколько раз там в заведениях говорили, что вон, это же человек, который вчера здесь пил, и это и радовало.